Пойду сейчас позавтракаю. И потом уже буду ехать дальше. Hello. Как уже сложившаяся традиция, я изучаю сегодняшний маршрут. Он у меня еще есть продублирован в телефоне. Первое, куда мы поедем, это такое достаточно интересное место. Называется Шнурки Монревье. Ну что, друзья, едем к шнуркам. Я продолжаю свой путь к поставленной цели, но при этом не забываю о тех точках, через которые хотел пройти. Отлично вошел в поворот, Александр Юрьевич. Для того, чтобы сюда попасть, нужно проехать не менее красивыми горными дорогами, через уникальные селения, затерянные в горах. Вот эти селения, это и есть вот оно такое провинциальное. Здесь люди зарабатывают только сельским хозяйством. Посмотрите. Обалдеть. Это тот момент, когда ты наслаждаешься жизнью. Ты понимаешь, что ты находишься фиг знает где от родного дома. В горах Франции. Ты видишь вот эти все горы, и ты ими наслаждаешься. Тут по этим горам можно очень-очень-очень долго ехать. Просто в ущелье, на горе вырубана дорога, и ты едешь, а под тобой 1000 метров. Блин, она крутая, эта дорога. И вот мы приближаемся к этой точке. И вот эта церковь. Эта церковь стоит на вершине горы, от которой уходит дорога вниз. Сверху напоминает гигантские шнурки, сброшенные великаном. Именно так она и называется. Тут все больше и больше велосипедистов. Но они здесь не просто так. Первый раз эта дорога появилась в Тур де Франсе в 2015 году. Но именно сейчас и проходит Тур де Франс. Но она капец узкая. Тут, чтобы велосипедисты не попали. Посмотрите, как она уходит туда вниз. Офигеть. Ну, подниматься было бы сложнее, конечно. Строительство этой дороги велось 6 лет, начиная с 1927 года. Все работы выполнялись вручную. Шнурки Монвернье определенно являются главным претендентом на самую красивую дорогу в мире. Чуть-чуть проветримся по автомагистрали. Километров сколько? Немного, 2,5. И уходим дальше. Я продолжал свой путь к очередному очень красивому перевалу. И снова из обоймы Тур де Франс.
Движемся к перевалу Коль-де-ля-Круа-дель-Фер. Он имеет высоту 2067 метров. Перевал 27 раз участвовал в Тур-де-Франсе. Да, качество дороги. Тут, наверное, асфальт каждый год делают. Вот эти все соревнования. Ого, из туннеля в туннель. Очередной перевал, который нам надо проехать. Тур-де-Франс, как его еще называют «Большая петля», первый раз стартовал в 1903 году. Тогда протяженность маршрута была 2428 километров. С тех пор гонка проводится каждый год, и маршрут постоянно меняется. Перевал Круа-де-Фер, что в переводе означает «железный крест», является легендой всего велоспорта. Велосипедистов тут, конечно, дофигища. Так, кто не приехал на Тур-де-Франс, те вот тут стали возле вот этой вот вывески, сфотографировались и все. Приятный кофе-брейк в отличном месте. В 2024 году дистанция была уже 3500 километров. Призовой фонд составил 2,5 миллиона евро. Да, тут, конечно, такая трасса хорошая для велогонщиков. Представляете, что здесь вообще творится? Как тут люди встречают их там, когда тут проходит Тур-де-Франс? Вау, какой каньон, блин! И сейчас надо будет спуститься на дно этого каньона и потом полностью по нему идти дальше. Посмотрите на величие вот этой дамбы. Офигеть! Сейчас спустимся к городу Гренобль, по-быстренькому охладимся на автомагистрали и дальше снова уйдем в горы. Ага, прикольно. Оказывается, тут еще и платная дорога по шлагбауму. Сейчас я буду уходить через последние 15 километров вот этого ада, и я ухожу в красоты. И в зеленом мы сейчас должны оплатить согласно купленных билетов. 2,5 евро. Заплатите за охлаждение 2,5 евро. Фух, наконец-то я ушел в горы. Сразу так 28. Чем выше поднимаешься, тем круче. Слушайте, ну жилетка приятно так охлаждает. По крайней мере, не жарко. Да, именно охлаждающий жилет – это то, что необходимо для путешествия в жаркие страны. Мочу свою жилетку, потому что будет просто капец. Использование жилета очень простое. Мочишь, одеваешь и едешь. Все его преимущество я почувствую в Испании, где температура достигает 45 градусов. Но об этом чуть позже. Мы сейчас с вами поднимаемся в одно очень интересное место. Здесь уникальные и самые известные во всей Франции балконные дороги. Эти дороги были построены в 1880 году. Вот сейчас мы уже начинаем на них выезжать. Вот она, это самая знаменитая балконная дорога. Друзья, это что-то. Этот каньон образован рекой Нант. Длина этой всей дороги 9 километров. Глубина ущелья достигает 300 метров. Вау! Офигеть! Просто офигеть! Дорога была прорезана в скале для обеспечения доступа к деревням.
Но это не первая и не последняя балконная дорога. Там их достаточно много. И там есть красивые перевалы и уникальный красивый город с кристальной минеральной водой. Вот туда мы едем. Дорога Д-22, она очень красивая и в своем роде уникальная. Она расположена в национальном парке Веркор. Это самая короткая часть балконных дорог Франции. Но при всем при этом он очень и очень интересный, этот участок. За все время проехала тут парочка мотоциклистов и все. Но сюда попробую еще доехать. Тут местность вообще заброшенная. Сейчас по вершине каньона мне нужно доехать до маленького городка Пресли. Его население всего 95 человек. Но это уникальный городок, и отсюда начинается новая балконная дорога с названием «Маршрут Пресли». Городки с церквушками средневековыми. Наверняка и так уже, больше 100 лет 100%. Очередной участок такой дороги. Высота 3,2 метра. И здесь точно так же. Как хорошо. Дорога Д-292 имеет длину 8 километров. Представляет собой череду балконов и туннелей. Она красива, но также и очень опасна. Здесь часто бывают обвалы. В этот раз я проверил по Google картам, и мне повезло. Я не только увидел ее, а также по ней проехал. Вот так, и куда-то туда. Я так реально кайфанул от этой дороги. Только что так ехал лайтово. Там температура 20 градусов. Просто кайфово. Каким-то вообще таким вот чигирям я, езжу. Кто мне эту дорогу нарисовал? Это был риторический вопрос. Конечно, это все я делал сам. Но не без помощи сайта Curviger, который помогает тебе выбрать маршрут согласно твоих требований и навыков вождения. Потом очень легко его можно перенести и в навигацию, и в Google карты. Я постоянно пользуюсь этим сайтом и очень вам рекомендую. Сейчас где-то мы уже подъезжаем к одному интересному городку. Называется город подвесных домов. Почему подвесных? Это вы сейчас увидите. Офигеть! У него действительно дома висящие. Это очень древний город Понон-Руаян. Все эти домики в таком виде стали появляться в XVI веке. Тогда жители столкнулись с затоплением территорий. Этот город уникальный, который хранит в себе множество тайн и легенд. Мне удалось посмотреть этот город только с высоты, так как все мои мысли были о самом красивом участке балконных дорог Франции. Я очень хотел по ним проехать и хотел увидеть все собственными глазами. Мой путь лежал дальше, к перевалу Коль-де-ла-Машин, высота которого 1100 метров. Тут кругом ореховые рощи. Вон сколько орехов. Тут видно, это такой регион ореховый и бизнес. Ну вообще мы сейчас где-то уже подъезжаем к региону Прованс. Сейчас снова поднимаемся еще на одни балконные дороги. И потом спускаемся
Ночуем сегодня в кемпинге. А вот какой сегодня у меня будет кемпинг, тогда я еще не знал. Но я знал, что я нахожусь в Провансе. И этот регион не оставил мне права выбора. Но об этом немного позже. И очередная прорубанная дорога в каньоне. Это пипец какой-то. Вау! Ё-моё! Эта дорога называется Комб-Лаваль. Входит в каталог самых опасных дорог мира и считается самой красивой балконной дорогой французских Альп. Длина этого участка 12 километров. Высота отвесных скал достигает 1000 метров. На строительство этой дороги понадобилось 35 лет. Взрыв мозга, блин. Она круче, чем та. Она реально круче. Дорога Д-76. Очень-очень рекомендую. Ох, какой он холодный и страшный, этот туннель. Я хочу попрощаться с французскими Альпами. Да, дальше они тоже есть, но они уходят южнее. Я также буду ехать на юг, но в другую сторону. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы оберегали меня, за то, что помогали мне. Я вас обожаю. Пока. Держим путь в кемпинг и спускаемся с крайнего французского перевала. Офигеть, какой запах стоит! Вот они, лавандовые поля. Как говорится, язык до Киева доведет. Я попросил, спросили. Сейчас скажут. Нет проблем. Я удачно так поселился. Мне нравится. Здесь я хочу ответить на часто задаваемый вопрос. Как это все происходит и сколько на это все нужно времени? Вот примерно так вот происходят эти съемки. Бежишь, забираешь и снова бежишь, ставишь. Иногда посещают мысли: едь дальше, зачем оно тебе надо? А потом сам себе говоришь: стоп, это нужно не только тебе. Теперь реально возвращаешься с
ставишь еще раз камеру и просто пипец какой-то.